И снова приветствую всех, кому понравилась тема UMPC. Сегодня у нас специальный гость Asus R2H. Он уже мелькал на пилотном видео и обещал про него рассказать. Сегодня этот день настал. Итак, на дворе 2006 год, экономического кризиса ждать еще около 2 лет, на рынок выходит Asus R2H. Устройство не похоже на другие, или все же похоже. Ну, на самом деле проще найти отличия, чем сходство с собратьями по типу. Но давайте разберемся. Это не первое устройство типа UMPC, выпущенное на рынок, но я бы сказал, что Asus вместе с Samsung, Intel и Microsoft стоят у истоков зарождения этого типа устройства. Так как я уже рассказывал о Gigabyte M704, то я могу уже сравнивать два этих устройства. Первое, что бросается в глаза, это то, что клавиатуры в корпусе здесь нет совсем. И вот тут есть один нюанс. От отсутствия клавиатуры Asus не становится менее ультрамобильным, но его уже можно причислять частично к планшетным ПК. Кстати, клавиатуры нет на корпусе, но вообще в комплекте она была. К сожалению, мне достался совсем неполный комплект, поэтому я буду прилагать фотографии. Клавиатура была складная, и это еще раз говорит о наличии ультрамобильности. Вот, кстати, общий вид всего комплекта, поставляемый за столь смешные, не совсем смешные деньги. Вообще, благодаря обилию плоскостей и не слишком закругленным краям, о дизайне складывается впечатление строгости и ориентированности на бизнес-класс. Я бы назвал дизайн стильным, но я такую стильность не очень люблю, она мне кажется чересчур грубой, дело вкуса. Раз заговорили о дизайне, давайте поговорим о корпусе. Он выполнен из пластика с металлическими вставками. Я одобряю такой подход, но возможно это слегка утяжеляет устройство. R2H с аккумулятором весит 830 граммов. Для сравнения, Nexus 7 2013 года весит всего 290 граммов. По габаритам Asus довольно невелик, разве что непривычная для современного человека толщина устройства 28 мм. Сейчас в моде устройства, которые гнутся не то что в кармане, а даже на небольшом ветерке. Так что да, по сравнению с современными 28 мм толстота. По длине и ширине все стандартно. 234 на 135. Давайте ближе познакомимся с основными характеристиками железячки. Экранчик тут небольшой, но какому еще быть экранчику на небольшом устройстве? 7 дюймов с разрешением 800 на 480 пикселей. Вы, наверное, припоминаете, что на гигабайте при тех же 7 дюймах разрешения было 1024 на 600. Ну, это, наверное, сравнимо с тем, если бы в Mercedes вставили сиденье от пятерки Жигулей. Но я уже говорил, что инновации стоят денег, а кто-то на них экономит. Здесь стоит процессор с названием Intel Celeron M ULV. Ядро его называется Dotan, и тактовая частота его составляет 900 МГц. Техпроцесс такой же, как и в процессоре Gigabyte, 90 нанометров. Этот же процессор установлен, к примеру, на Asus EE PC4G. Системная шина его работает на частоте 400 МГц, а частота памяти 667 МГц или 553, в зависимости от использования. А объем, то есть памяти, составляет 768 МБ, ну, как в гигабайте. Здесь ее можно расширять аж до 1280 МБ, при желании, конечно. Но, как мы все знаем, сколько винде памяти не давай, она всю сожрет. Да, к слову, тут стоит Microsoft Windows XP Vista, то есть в зависимости от года выхода менялась и ось. Об оси по традиции в конце. Для моего аппарата прилагался ключ от Vista. Также здесь установлен чипсет GMA 900 и ATA Winchester на 60 гигабайт. Обычно в ноутбуках применяются жесткие диски форм-фактора 2,5 дюйма. В стационарных компьютерах 3,5 дюйма. А в данном случае используется 1,8 дюйма. Такой формат использовался в Apple iPod и много где еще. К примеру, в Zune 30G, выпуском которого занимался все тот же Microsoft.
Давайте теперь пройдемся по лицевой стороне и узнаем, что здесь есть интересного. Начнем, пожалуй, с переднего плана. По центру располагается экран, я уже говорил о нем. И единственное, что стоит добавить пару слов об отзывчивости экрана. Как и в предыдущем устройстве, отзывчивость не вызывает нареканий, в принципе, а разве что немного неудобно бывает попадать по углам экрана. Пальцем невозможно практически. Над экраном располагается веб-камера с матрицей на 1,3 мегапикселя и микрофон. Справа трекпоинт, по сути свой джойстик, имитирующий мышь, кнопки вверх-вниз, кнопка параметров. По нажатию на нее открывается меню настройки параметров. Слева находятся следующие элементы. Первое. Сканер отпечатка пальца, кнопки, эмулирующие левую и правую кнопку мыши, кнопки направления и ввода. По сути, те же стрелочки и Enter из обычной клавиатуры. Затем идет кнопка запуска Microsoft Touch Pack и в самом низу динамик. Хочу сказать несколько слов по поводу сканера отпечатка пальца. Обычно его наличие говорит о статусности устройства, которое вы держите в руках. Смысл такой, что для делового человека наличие сканера отпечатка пальца – важнейший элемент защиты доступа к его данным. На данный момент существует несколько типов сенсоров для сканеров отпечатков пальцев. Емкостные, оптические, термические и электромагнитные. По сути же, вся их работа сводится к тому, чтобы считать картинку так называемого папиллярного узора, то есть отпечатка пальца. Если честно, мне удалось настроить работу самого сканера, но устройство наотрез отказывается распознавать любой из моих пальцев. Видимо, это как-то связано с тем, что я недостаточно деловой человек. Ну, поехали дальше. Перейдем к граням. На верхней грани слева направо располагаются слайдер питания. Нужен для включения-выключения устройства, а также для выхода из спящего режима. Кнопка, посылающая сигнал Ctrl-Alt-Del. Кнопка включения-выключения встроенной беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi. Слот для карточек SD. Вентиляционное отверстие. Слайдер блокировки консолей ввода. Во включенном положении Hold блокирует консоли ввода, клавиатуру и тачпад. Но сам ультрамобильный компьютер продолжает работать. Порт USB 2.0 и AV-Out. Аудио-видео выход предназначен для подключения аналоговых аудио-видео устройств, например, телевизора или видеомагнитофона. Вот только я в толк не могу взять, зачем в таком устройстве за 50 тысяч рублей возможность подключения к видеомагнитофону. Ну вот честно, не знаю. С верхней гранью закончили, перейдем к левой. Здесь всего один разъем, а именно порт mini-USB. Тип А. Для подключения внешней клавиатуры, которая идет опционально, и еще ушко для крепления шнура на запястье. Вот тут я хочу немножко прояснить по тип А. На фото показаны типы USB A и B, соответственно. Обычный, мини и микро. Так сложилось, что повсеместно применяется в качестве обычного USB тип А мини и микро тип B. Но в данном случае компания Asus решила поставить мини-USB типа А. Что приводит к очень большому количеству проблем, если у вас нет переходника или нужной клавиатуры, как в моем случае. Но давайте продолжим. На правой стороне под небольшой заглушкой прячутся разъем для сетей Ethernet и коннектор для подключения порт-бар, расширителя, через который можно подключить внешний монитор VGA, устройство, отвечающее требованиям стандарта CPD-IF, Sony Philips Digital Interface для вывода цифрового звукового сигнала
Ethernet и 4 порта USB 2. За пределами заглушки находится USB порт 2.0, микрофонный вход и выход на наушники. И в самом конце разъем для подключения внешнего источника питания. Перевернем UMPC и посмотрим на нижнюю сторону. Здесь вроде как все просто. Аккумулятор, рассчитанный на 3430 мАч, ну, примерно в 2 раза ниже, чем у современных планшетов. Справа внизу отсек для хранения стилуса. Стилус раздвижной и довольно удобный. И справа вверху, что же это такое? Скажу сразу, так как я невнимательно прочитал характеристики этого устройства, я, когда первый раз увидел этот выдвижной элемент, сразу и не понял, для чего он нужен. С виду антенна, так и есть, это антенна для GPS. Здесь установлен чип CIRF3 GPS, который, по заверениям производителя, позволяет пользоваться различными навигационными приложениями без дополнительных приставок. Судя по форумам тех годов, тех, кто пользовался данной функцией, было немного. А у тех, у кого она завелась с первого раза, вообще единицы. Давайте теперь обратимся к нижней грани и глянем, что там. Но тут не слишком много. 2 фиксатора для съема батареи и решетка вентиляции. Такая же решетка используется и сверху. Собственно, все. Ну, что ж, я все о железе, да, жалели. Надо переходить к программам. В моем случае здесь в качестве операционной системы стоит Хрюша. Версия для таблеток. Все бы ничего и даже красиво. Но чтобы все модули работали как надо, в фоне должны выполняться около 60 приложений. И это конкретно тормозит систему. А когда нужно сделать что-то довольно вычислительно емкое, то тут начинается кромешный ад. Вот так выглядит просмотр интернет-страниц. Вот, собственно, и запустился браузер. Вот так выглядит запуск офисных приложений. Если бы они здесь были. Но их здесь нет ни хрена. Но так как здесь нет MS Office, придется пользоваться стандартными приложениями типа WordPad. Напишем что-нибудь стандартненькое.
Ради разнообразия можно сыграть в партию пинбола или раскинуть пасьянс. Все равно на более мощной памяти и мощности графики вряд ли будет хватать. Здесь можно играть в пинбол, но проблема в том, что клавиши управления отсутствуют и нужно подключать внешнюю клавиатуру. И пасьянс косынка. Та самая косынка. Ну вот. Итак, перейдем к выводам. Устройство получилось красивое, ультрамобильное, строгое и, можно даже сказать, универсальное. Но вот подкачало исполнение в целом. Для красоты не хватает клавиатуры на борту. Ну, на мой взгляд. Для еще большей ультрамобильности можно было бы поставить более емкую батарею, а для универсальности добавить оперативной памяти так, чтобы она работала на максимальных частотах, и заменить, наверное, процессор на более производительный. Как я уже говорил, на октябрь 2006 года это чудо техники стоило около 50 тысяч рублей. Мне кажется, перед выпуском на рынок устройство надо было бы немного подпилить напильником, сгладив неровности и непродуманности в ПО и физическом исполнении. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. И в будущих выпусках я вам расскажу о том, как компания Asus исправляла ситуацию. Итак, если вам понравилось, то подписывайтесь и не забудьте посетить канал Кирилла Лейфера, где он очень интересно рассказывает о необычных древних железяках. До новых встреч!